В 2020 году группа историков получила разрешение войти в хранилище, которое было закрыто для посторонних почти 8 десятилетий. Никакой пресс-конференции, никакого официального объявления. Просто тихий звонок, тихое разрешение и тихий ужас от того, что они там нашли. Апостольский архив Ватикана. 85 километров стеллажей. Документы от 8 века до наших дней. И только 2% из них когда-либо видели посторонние глаза. Что происходит, когда самая старая действующая бюрократия в мире решает кое-что спрятать и прячет это 8 веков подряд? Не уничтожает. Именно прячет. Потому что уничтожать значит признавать, что было что уничтожать. Сегодня 7 документов, 7 тайн. Каждая следующая тяжелее предыдущей. И последняя касается не прошлого. Она касается нас. Это не конспирология. Это задокументированные факты, к которым у человечества просто не было доступа. Разница, как вы понимаете, принципиальная. Если такие разговоры кажутся вам важными, подписка помогает этому каналу находить людей, которым это нужно. Это единственный раз, когда я об этом скажу. Начинаем. На 7-м месте нашего списка письмо, которое пролежало в архиве 400 лет и которое так и осталось без ответа. 1587 год. Шотландская королева Мария Стюарт, женщина, которую европейские дворы считали законной наследницей английского трона. Женщина, вокруг которой плелись заговоры 3 государств, проводит последнюю ночь перед казнью. Не в молитве, за письменным столом. Она пишет папе Сиксту V. Тон письма спокойный, почти деловой. Мария просит о заступничестве, о признании ее мученичества, о защите католических интересов в Англии после ее смерти. Она пишет как политик, а не как жертва. Это, пожалуй, самое поразительное. Однако письмо никогда не было опубликовано. Оно просто исчезло в архиве. И оставалось там 4 века, пока в 2017 году исследователи не обнаружили его в фондах Ватиканской библиотеки. Папа Сикст V получил письмо. Это доказано. Он прочитал его. Это тоже доказано. И он не ответил. Ни официально, ни дипломатически, ни лично. Мария Стюарт была казнена 8 февраля 1587 года, через несколько часов после того, как поставила подпись под этим письмом. Самое красноречивое в этом документе не то, что в нем написано, а то, что оно так и осталось без ответа. Иногда молчание – это тоже политическое решение. Просто его труднее оспорить в суде. От личной трагедии одного человека к институциональному молчанию целой эпохи. Следующий документ пролежал в неправильной папке 700 лет. И когда его все-таки нашли, оказалось, что он переворачивает одну из самых известных судебных историй Средневековья. Место 6. Пергамент Шинон. И история о том, как одна неправильная папка может хранить неудобную правду 7 столетий. 1307 год. Французский король Филипп IV арестовывает всех рыцарей-тамплиеров во Франции одновременно, в одну ночь. Обвинения – ересь, богохульство, тайные ритуалы. Процесс длится 5 лет. Великий магистр ордена Жак де Моле и десятки рыцарей сожжены на костре. Орден уничтожен. Официальная позиция церкви – тамплиеры были осуждены за ересь. Эта версия продержалась 700 лет. В 2002 году исследователь Барбара Фраля обнаружила в Ватиканском архиве документ, который был неправильно каталогизирован, и поэтому фактически невидим для предыдущих поколений историков. Пергамент Шинон. Датирован 1308 годом. Документ содержит протокол личного допроса тамплиеров папой Климентом V, и его вывод однозначен. Папа лично отпустил рыцарей от ереси, признал их невиновными, официально, с печатью. 2 решения. Одно тайное – отпущение вины. Одно публичное – молчаливое согласие на казнь. Противоположные по смыслу. Оба подписаны одним человеком. 700 лет в неправильной папке. Это либо величайшая канцелярская ошибка в истории, либо идеальная система хранения неудобной правды. Разница между этими двумя объяснениями, если честно, не так велика, как кажется. Мы уходим от Средневековья и переходим к документу, который мог изменить исход 20 века. Архивы понтификата Пия XII ждали открытия 70 лет. И то, что там нашли, стоило историкам 7 десятилетий споров и 3 слов на полях. 5-я позиция в нашем рейтинге и, пожалуй, самая тяжелая с моральной точки зрения из всего, что мы сегодня обсуждаем. Папа Пий XII. Понтификат с 1939 по 1958 год.
Человек, которого одни называли святым, другие – папой Гитлера. Вопрос, который историки задавали 70 лет – знал ли он о Холокосте, и если знал, почему молчал публично? В 2020 году Ватикан открыл архивы этого понтификата. После десятилетий давления со стороны еврейских организаций, историков и правительств. Исследователи получили доступ к депешам нунциев, донесениям епископов, внутренней переписке. Ответ оказался однозначным – знал. Самый ранний документ с конкретными сведениями о депортациях датирован 1942 годом. Официальное молчание Ватикана продолжалось. Историк Йохан Икс в 2020 году обнаружил в архиве письмо берлинского епископа. В нем точные цифры депортаций, конкретные даты, конкретные маршруты. Документ прошел через секретаря папы. И на полях этого письма рукописная пометка. 3 слова на латыни. «Santo Padre e informato». «Святой Отец осведомлен». 3 слова. 3 слова, которые стоили историкам 70 лет споров и нескольким поколениям выживших надежды на официальное признание того, что они знали и так. Кстати, если хотите изучить первоисточники самостоятельно, ссылки на исследования и открытые архивные материалы я оставил в описании. Там есть что почитать. Продолжаем. От молчания перед лицом катастрофы к делу, которое церковь предпочла бы никогда не пересматривать. 359 лет понадобилось, чтобы реабилитировать человека, которого осудили за то, что он был прав. На 4-м месте – дело, которое стало символом конфликта между институтом и истиной – Галилео Галилей. 1633 год. Полное досье инквизиционного процесса хранилось в Ватиканском архиве закрытым и было открыто исследователям лишь в 1984 году. Реабилитация Галилея состоялась в 1992 году, через 359 лет после приговора. Земля вращается вокруг Солнца. Это знает каждый ребенок. Галилею за это знание запретили публично высказываться, и остаток жизни он провел под домашним арестом. Но вот что нашли в архиве, когда его наконец открыли. Черновик приговора с исправлениями, правками, внесенными несколькими руками. И отдельный протокол голосования, из которого следует: несколько кардиналов голосовали против осуждения. Их имена в финальный документ не вошли. Они были вычеркнуты. То есть внутри самого института существовало несогласие. Оно было зафиксировано. И оно было намеренно убрано из официальной истории. 359 лет – это не бюрократическая задержка. Это архитектурное решение. Кто-то очень методично выстроил систему, в которой правильный ответ мог ждать столько, сколько нужно. От науки, которую пытались остановить, к политике, которую пытались ускорить. Следующий документ – самый быстрый конкордат в истории 20 века. Подписан через 6 месяцев после прихода к власти режима, о природе которого Ватикан был прекрасно осведомлен. Позиция 3 в нашем обратном отчете. Рейхсконкордат. 1933 год. Соглашение между Святым Престолом и нацистской Германией. Подписано 20 июля 1933 года, ровно через 6 месяцев после того, как Гитлер стал рейхсканцлером. Быстрее, чем любой другой конкордат, подписанный Ватиканом в 20 веке. Ни один другой не занял меньше 2 лет переговоров. Полная переписка, предшествовавшая подписанию, хранилась в архивах закрытой. Когда исследователи получили к ней доступ, обнаружилось следующее. Внутренние меморандумы содержат прямые предупреждения о природе режима. Дипломаты Ватикана знали, с кем имеют дело. Это зафиксировано. В архиве найдена телеграмма государственного секретаря Ватикана кардинала Эудженио Пачелли, того самого, который впоследствии стал папой Пием XII. Датировано апрелем 1933 года. Тон деловой, профессиональный. Предмет – юридические гарантии для католических школ и организаций в Германии. Ни единого слова о том, что происходит за их стенами. Конкордат гарантировал церкви институциональную защиту. Взамен Ватикан обязался не вмешиваться в политику Германии. Это был обмен. Он был задокументирован. И он был спрятан на 80 лет. Самый быстрый конкордат в истории. Иногда скорость подписи говорит больше, чем содержание документа. А иногда именно поэтому документы убирают подальше. Мы переходим ко второму месту. От политики к культуре и к финансам, которые с культурой соседствовали в одной бухгалтерской книге. Микеланджело не получал гонорар годами. Борджиа, судя по документам, тратили деньги на вещи, которые сложно назвать одним словом. На втором месте 2 архивных массива, которые на первый взгляд не имеют ничего общего. Личная переписка Микеланджело с папой Юлием II и финансовые документы семьи Борджиа эпохи Александра VI. К
Конец 15-го, начало 16 века. Начнем с Микеланджело, потому что это история, которая делает великое искусство немного более человечным. Сикстинская капелла. Потолок, на который смотрят миллионы людей каждый год. Работа, которую принято называть вершиной человеческого гения. В архивных письмах художника Папе другой тон. Микеланджело пишет о деньгах, о задержках выплат, о том, что он не может купить краски, о том, что обещанный гонорар не пришел снова. Это не поэзия, это трудовой спор. Причем спор с работодателем, у которого есть собственная армия и право отлучения от церкви. Теперь Борджиа. Документы финансовых операций папского двора при Александре VI – это по существу бухгалтерия, в которой статьи расходов соседствуют с именами людей, которые вскоре бесследно исчезли. Историк Сиглиндзия Нольте в 2018 году обнаружила в архиве расписку, подписанную лично Чезаре Борджиа. Сумма – эквивалент нескольких годовых бюджетов среднего итальянского города того времени. Назначение платежа – одна латинская фраза, которую исследователи расшифровывают до сих пор. Микеланджело расписал потолок самой знаменитой капеллы в мире и годами не мог получить гонорар. Это либо величайший творческий грант в истории, либо самый красивый трудовой конфликт. Скорее всего, и то, и другое одновременно. Все, что мы обсудили – политика, наука, финансы, молчание, рыцари, королевы – меркнет перед тем, что хранится на первом месте нашего списка. Документ, который Ватикан не открывал никому, и который, возможно, никогда не будет открыт полностью. Речь о конверте, который один человек вскрыл, прочитал и решил, что человечество пока не готово. Наше первое место занимает тайна, у которой есть официальная версия. Просто мало кто в нее верит. Третий секрет Фатимы. 1917 год. Португалия, деревня Фатима. 3 детей заявляют, что им явилась Дева Мария и передала 3 послания. Первые 2 были опубликованы относительно быстро, третье – нет. Единственная из 3, дожившая до взрослого возраста, сестра Лусия Душ Сантуш, записала 3-й секрет в 1944 году по прямому требованию своего епископа. Она передала запечатанный конверт с одним условием – вскрыть не раньше 1960 года или после ее смерти. Дата выбрана не случайно. Лусия считала, что к тому времени смысл послания станет понятен. Папа Иоанн XXIII вскрыл конверт в 1960 году. Прочитал и отказался публиковать содержимое. Его единственный задокументированный комментарий, по свидетельствам людей, присутствовавших при этом, «Это не для моего времени». Это сказал человек, который пережил 2 мировые войны, видел Европу в руинах дважды и был избран папой в 77 лет. Его порог слишком тяжело был, мягко говоря, высоким. В 2000 году Ватикан официально раскрыл 3-й секрет. Официальная интерпретация – видение о покушении на папу – пророчество от 13 мая 1981 года, когда на Иоанна Павла II было совершено покушение на площади Святого Петра. Но вот деталь, которую трудно игнорировать. В 1984 году кардинал Йозеф Ратцингер, впоследствии папа Бенедикт XVI, дал интервью, в котором сказал, что 3-й секрет касается опасностей, угрожающих вере и жизни христиан, и, следовательно, всему миру. Покушение на одного человека, даже на папу, это не весь мир. Это не та формулировка, которую выбирают для описания одного исторического события. Несколько кардиналов публично выразили сомнения в полноте раскрытия. Теолог Мишель Лалонд в 2006 году опубликовал анализ, указывающий на структурные несоответствия между опубликованным текстом и описаниями очевидцев. Ватикан эти сомнения не прокомментировал. Сестра Лусия умерла в 2005 году. Она не подтвердила полноту публикации публично. Она не опровергла ее тоже. «Это не для моего времени», — сказал человек, который видел обе мировые войны. Что именно он прочитал в том конверте, мы не знаем. И это незнание, пожалуй, красноречивее любого ответа. Потому что ответ можно оспорить. Молчание нельзя. От письма умирающей королевы, через сожженных рыцарей, молчащего папу, осужденного ученого, стремительный конкордат и неоплаченного гения, мы пришли к конверту, который один человек вскрыл, прочитал и решил, что человечество пока не готово. Круг замкнулся. 8 веков. Один рефлекс. Неправильная папка с 700 годами внутри. 3 слова на полях. Святой Отец осведомлен. 359 лет до реабилитации. Самый быстрый конкордат в истории. Неоплаченный потолок самой знаменитой капеллы в мире.
и конверт, который один человек прочитал и решил не открывать для всех. Все эти документы объединяет не злой умысел и не заговор в привычном смысле слова. Их объединяет простой институциональный рефлекс. Когда информация слишком тяжела, ее не уничтожают. Ее убирают подальше и ждут, пока вопрос устареет. Проблема в том, что некоторые вопросы не устаревают. Они просто ждут своей очереди. На 85 километрах полок в климат-контролируемой тишине в 2 шагах от площади Святого Петра. Очень терпеливо. Очень тихо. Какой из этих документов вам хотелось бы прочитать первым? И почему именно его? Напишите в комментариях. Мне правда интересно. До следующего раза. Если этот разговор оказался для вас важным, оставьте комментарий. Не ради алгоритма. Просто потому, что такие темы стоит обсуждать вслух.